Дорогие друзья, уважаемые студенты, здравствуйте! Тема: общая микробиология, морфология микроорганизмов. Вот и пройден курс общей и частной микробиологии. Пришло время сдачи экзамена. Традиционно пишем шпаргалки. Но сегодня все наоборот, все шиворот на выворот. Я, преподаватель, предлагаю вам 39 шпаргалок для повторения материала по морфологии микроорганизмов. Смотрите, запоминайте, пользуйтесь и получайте самые высокие желанные баллы. Начали просмотр. Правила работы в бактериологической лаборатории. 1. Все сотрудники должны работать в медицинских халатах, шапочках и сменной обуви. 2. В помещении категорически запрещается курить, принимать пищу, хранить продукты питания. 3. Весь материал, поступающий в бактериологическую лабораторию, должен рассматриваться как инфицированный. 4. При распаковке присланного заразного материала необходимо соблюдать осторожность. 5. При попадании инфицированного материала на руки, стол, их необходимо обработать. Направление на микробиологическое исследование. 1. Название материала. 2. Учреждение. 3. Фамилия, имя, отчество больного. 4. Возраст. 5. Адрес. 6. Дата заболевания. 7. Дата взятия материала. 8. Предполагаемый диагноз. 9. Подпись врача, направляющего материал. Этапы приготовления мазка для иммерсионной микроскопии. 1. Приготовление мазка. 2. Высушивание мазка при комнатной температуре. 3. Фиксация мазка в пламени спиртовки. 4. Окраска мазка простыми методами, фуксином или синькой, или сложными методами по Грамму или Цилю-Нильсену. В микробиологической диагностике инфекционных заболеваний используют два принципа. Первый принцип – обнаружение возбудителя. Это микроскопический, культуральный и биологический методы. Второй принцип – обнаружение специфических изменений в организме. Это иммунологический метод, молекулярно-биологический метод и аллергический метод. Микроскопический метод – это метод идентификации бактерий по морфологическим и тинктуриальным признакам, то есть отношению к красителям. Это ориентировочный метод. При микроскопическом исследовании можно определить форму, размеры, взаимное расположение и способность окрашиваться определенными красителями. Простые и сложные методы окраски. Простой метод основан на использовании одного красителя. Метиленовый синий, раствор фуксина. Это ориентировочный метод. Сложные методы подразумевают использование более одного красителя. Применяются также обесцвечивающие вещества, спирт, кислоты. Сложные методы дифференциальные. Метод Грамма. Метод основан на способности микробов удерживать комплекс гинцан-виолет плюс йод. У грамположительных есть магниевые соли РНК, которые связывают комплекс гинцан-виолетового с йодом. Грамположительные микробы
красятся в фиолетовый цвет. У грамотрицательных отсутствуют магниевые соли рибонуклеиновой кислоты. При обработке спиртом бактерии обесцвечиваются, окрашиваются в красный цвет. Грамотрицательные бактерии – это бактерии с тонкой клеточной стенкой. К ним относятся менинго- и гонококки, семейство кишечных бактерий, вибрионы, спириллы, спирохеты – это извитые бактерии, хламидии, микоплазмы – это облигатные внутриклеточные паразиты. Грамположительные бактерии – это бактерии с толстой клеточной стенкой. Во-первых, это кокки, микро, стрепто, стафила и сарцины. Во-вторых, это палочки, дифтерии и туберкулеза. В-третьих, это бациллы и клостридии, которые образуют споры. В-четвертых, это актиномицеты, бактерии, образующие гифы. Дорогие друзья, современный способ изучения микробиологии – это наш видеоканал «Популярная микробиология и ЗОЖ». Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Окраска по Цилю-Нильсену – сложный метод, применяется для дифференциации кислотоустойчивых и некислотоустойчивых микробов. Устойчивость к кислоте обусловлена повышенным содержанием липидов. Кислотоустойчивые бактерии связывают карболовый фуксин при нагревании, красятся в красный цвет. Некислотоустойчивые бактерии обесцвечиваются серной кислотой, докрашиваются метиленовым синим в синий цвет. Методы изучения подвижности бактерий. Подвижными могут быть палочки и извитые формы за счет жгутиков. Методы основаны на приготовлении препаратов двумя методами – висячей капли и раздавленной капли. Достоинства. Изучаем микробы в живом состоянии. Недостаток. Во-первых, технические трудности. И во-вторых, опасность возможного инфицирования в связи с тем, что культура живая. Мазок-отпечаток – это микропрепарат, который готовят из тканей. Используется при изучении раздела «Инфекция», заражают белых мышей. Вырезают из органов белых мышей, из печени, из селезенки небольшие кусочки ткани, берут пинцетом, прикасаются к предметному стеклу поверхностью разреза. Мазки-отпечатки фиксируют в жидком фиксаторе, окрашивают метиленовым синим. Иммерсионная система микроскопа. Предельная разрешающая способность иммерсионного микроскопа 0,2 микрометра. Общее увеличение микроскопа определяют произведением увеличения объектива на увеличение окуляра. При иммерсионной микроскопии фронтальную линзу иммерсионного объектива погружают в каплю иммерсионного масла, показатель преломления которого близок к показателю преломления стекла. Это повышает качество изображения. Электронная микроскопия. Электронная микроскопия позволяет исследовать объекты размером меньше 0,2 микрометров. Вместо светового пучка
используется поток электронов. Длина его волны в 100 тысяч раз короче длины волны света. Общее увеличение электронного микроскопа 1 миллион раз. Метод электронной микроскопии применяют для изучения строения вирусов и для изучения тонкой организации различных структур микроорганизмов. Существует 3 основные формы бактерий. Шаровидная – это кокки, палочковидная – это бактерии и бациллы, извитые – это вибрионы, спириллы и спирохеты. Кокки. К непатогенным коккам относятся микрококки, которые делятся в одной плоскости и располагаются одиночно. И сарцины делятся в 3 взаимно перпендикулярных плоскостях, располагаются пакетами по 8-16. Патогенные кокки – это диплококки, это стрептококки, которые располагаются цепочками и вызывают ангину, скарлатину, ревматизм и рожу. И это стафилококки, которые делятся в нескольких плоскостях, располагаются в виде грозди винограда. Палочковидные бактерии, не спорообразующие, так и называются, палочки, например, Коринобактериум дифтерии, Микобактериум туберкулезис, спорообразующие дифференцируются на бациллы, у которых диаметр споры равен диаметру палочки, и кластридии, диаметр споры превышает диаметр палочки. Спора располагается центрально, у Clostridium perfringens, субтерминально, у Clostridium botulinum, или терминально, у Clostridium tetani. Бациллы могут располагаться одиночно, попарно или цепочками. Извитые формы грамотрицательных бактерий. Первое. Вибрионы. Форма запятой. Образуют 1/4 завитка спирали. Вибриохолеры. 2. Спириллы. Несколько завитков спирали. Хеликобактер пилори. 3. Спирохеты. Нет дифференцированной клеточной стенки. Имеют вторичные завитки. Патогенные спирохеты – это роды Боррелия, Трепонема и Лептоспира. Обязательные компоненты бактериальной клетки. 1. Клеточная стенка. 2. Цитоплазматическая мембрана. 3. Цитоплазма. 4. Нуклеоид. 5. Ризосомы и мезосомы. Пептидогликан. Пептидогликан – это биогетерополимер, лежит в основе клеточной стенки бактерий. Функции пептидогликана: обеспечивает ригидность и эластичность клеточной стенки. У грамположительных бактерий пептидогликан связан с тейхоевыми кислотами, имеет многослойную структуру. У грамотрицательных бактерий пептидогликан однослойный, покрыт наружной мембраной с мозаичным строением. Липополисахарид, сокращенно ЛПС, это наружный слой клеточной стенки грамотрицательных бактерий. Количество слоев 3. В составе липополисахаридного слоя имеется 3 звена: базис, липид и детерминантная группа, которая состоит из сахаров. Липополисахарид
Это эндотоксин грамотрицательных бактерий. Он освобождается при гибели микробной клетки. Протопласты – это грамположительные бактерии, лишенные клеточной стенки полностью. Это возникает при обработке грамположительных бактерий ферментами. Сферопласты – это грамотрицательные бактерии, лишенные клеточной стенки частично. Под действием лизоцима разрушается только слой пептида гликана. Форма протопластов и сферопластов сферическая. L-форма бактерий возникает в результате приспособления бактерий к неблагоприятным условиям. L-форма – это бактерии без клеточной стенки. У нестабильных L-форм есть способность к реверсии, то есть восстановлению исходной формы. У стабильных L-форм способность к реверсии отсутствует. Это генетический признак. L-формы, утратившие О и К антигены, длительно находятся в организме, то есть персистируют. Цитоплазматическая мембрана – это наружный слой цитоплазмы, полупроницаемая структура, является осмотическим барьером бактериальной клетки. Состоит из структурных и функциональных белков и липидов. Функции цитоплазматической мембраны. 1. Регуляция водного солевого обмена. 2. Участие в питании. 3. Участие в репликации ДНК. 4. Участие в спорообразовании. Цитоплазма составляет основную массу вещества бактериальной клетки. Коллоидная система 75% приходится на воду. В цитоплазме расположены рибосомы, мезосомы, включение. Например, включение гликогена, крахмала, волютина. Зерна волютина являются запасом питательных веществ, имеют важное диагностическое значение для обнаружения дифтерийной палочки. Нуклеоид бактерий – это эквивалент ядра эукариот. Первое. Лишен ядерной мембраны. Второе. Не содержит хромосом. Третье. Представляет собой замкнутую кольцевую структуру в виде двойной нити ДНК. Дополнительные структуры бактериальной клетки – это необязательные структуры, которые имеют лишь некоторые бактерии. К ним относят капсулу, споры, жгутики и пили. Споры – это своеобразное приспособление к существованию при неблагоприятных условиях во внешней среде. В тканях человека и животных спорообразование не происходит. Споры кислото- и термоустойчивы, так как содержат кальциевые соли дипикалиновой кислоты. Спорообразование – это видовой признак. Форма круглая или овальная. Расположение центральное у возбудителя сибирской язвы, субтерминальное ближе к концу у возбудителя газовой анаэробной инфекции, терминальное на конце у возбудителя столбняка. Капсулы в зависимости от степени выраженности подразделяют на микро и макро. Микрокапсула обнаруживается при электронно-микроскопическом исследовании в виде микрофибрил. Макрокапсула – это мощный слизистый слой
вокруг клеточной стенки, полисахарид. Капсулообразование – это приспособительная функция, это признак, с которым связаны патогенное свойство и антигенное свойство. Макрокапсулу образуют патогенные бактерии только в организме: пневмококк, Clostridium perfringens. Жгутики – это органы движения бактериальной клетки. Это волнообразные нити, прикрепленные к блефаропласту. Состоят из белка флагеллина. Располагаются полярно у монотрихов и лофотрихов или перитрихиально по всей поверхности клетки. Монотрихи являются наиболее подвижными бактериями. Пили или реснички – тонкие полые нити, белковой природы, короче и тоньше жгутиков. Пили общего типа обуславливают адгезию бактерий к определенным клеткам хозяина. Пили второго типа, конъюгативные или половые, имеются только у клеток доноров, участвуют в конъюгации. Спирохеты – это извитые, подвижные микроорганизмы, обладают признаками истинных бактерий простейших, имеют первичные и вторичные завитки. При неблагоприятных условиях образуют цисты. Патогенные роды – боррелия, возбудители возвратного тифа и болезни Лайма. Трепонема – возбудитель сифилиса. Лептоспира – возбудители желтушного и безжелтушного лептоспироза. Рикетсии – грамотрицательные микроорганизмы малых размеров, облигатные внутриклеточные паразиты. Обладают выраженным полиморфизмом, образуют какковидные, палочковидные, нитевидные формы. Размеры от 0,5 до 4 микрометров, нитевидные формы до 40 микрометров. Жгутиков не имеют, спор и капсул не образуют, имеют сходство с вирусами и бактериями. Патогенные виды: Рикетсия провачика, Рикетсия тифи. Хламидии – неподвижные кокковидные бактерии, облигатные внутриклеточные паразиты. Размножаются в цитоплазме эукариотических клеток. Существуют в двух формах: ретикулярные тельца внутри клетки, элементарные тельца вне клетки. Имеют сходство с вирусами и бактериями. Патогенные хламидии: хламидия трахоматис, хламидия пситакки. Дорогие друзья, современный способ изучения микробиологии – это наш видеоканал «Популярная микробиология и ЗОЖ». Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Актиномицеты – это грамположительные бактерии, образующие ветвящиеся нити или гифы. Гифы формируют мицелий. Ультраструктура актиномицетов похожа на ультраструктуру бактерий. Размножение спорами и конидиями. Некоторые обладают кислотоустойчивостью из-за того, что содержат миколевые кислоты. Патогенные роды Актиномицес и Нокардия. Микоплазмы – это бактерии, лишенные клеточной стенки.
это прокариоты малых размеров, имеют цитоплазматическую мембрану, не способны синтезировать пептидогликан. Форма сферическая или грушевидная, неподвижны, грамотрицательны, патогенные представители микоплазма хоминис, уреоплазма уреолитикум. Грибы относятся к эукариотам, размножаются половым и бесполым путем, распространяются с помощью гиф. Гифы, переплетаясь, образуют мицелий. Имеют медицинское значение представители родов кокциидес, хистоплазма, криптококкус, эпидермофитон и условно-патогенные грибы родов аспергиллус, кандида, пневмоцистис. Простейшие эукариоты, одноклеточные микроорганизмы, лишены дифференцированной клеточной стенки. Цитоплазма и ядро имеют сложную организацию. Передвигаются с помощью жгутиков, ресничек, псевдоподий. В неблагоприятных условиях образуют цисты. Патогенные представители: роды энтамеба, лямблия, трихомонес, лишмания, токсоплазма, плазмодиум. Вирусы, мельчайшие микроорганизмы, размер менее 200 нанометров, не имеют клеточного строения и белок синтезирующей системы. Содержат один тип нуклеиновой кислоты – ДНК или РНК. Вирусы – облигатные внутриклеточные паразиты. Размножаются особым дизъюнктивным или разобщенным способом.